Есть пылесосы, предназначенные в основном для гладкого пола, с мебельной насадкой и без, но обязательный атрибут – паркетный валик. Есть вертикалки, способные чистить ковер, у них есть специальная щетка, плюс должен быть мощный мотор. А есть моющие пылесосы. Они моют пол, собирают разлитые жидкости, а потом самоочищаются на док-станции. Для рейтинга я отобрал по 4 модели каждого типа с учетом цены, возможностей и результатов тестирования. Используйте тайм-коды для навигации, а я уже начинаю рассказывать о пылесосах для гладкого пола. Первый к рассмотрению. Polaris 4050. Главное преимущество. Можно пылесосить и вытирать одновременно. Нужно только установить за основной насадкой платформу с бачком и микрофиброй. Конечно, это не моющий пылесос, но пыль с поверхности соберет запросто. Управлять удобно, тушка хорошо сбалансирована, аккумулятор внизу, мотор вверху, подсветка перед валиком, чтобы не скрылась ни одна соринка. Сгибаемая штанга для уборки под диваном, моторизованная насадка для мебели. На первый взгляд, пылесос почти идеальный, за исключением продольного пылесборника. Чтобы вытряхнуть мусор, его нужно каждый раз вынимать из корпуса. Постараемся добыть эту модель на обзор. Следите за обновлениями на канале. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал Best Robot, подборки и детальное сравнение, результаты тестов и обновления рейтингов, горячие цены и возможность получить робота бесплатно. Раз в месяц среди подписчиков мы разыгрываем какую-нибудь модель. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Ссылка на телеграм-канал в описании под роликом. Dreame R10 Pro выглядит проще, чем Polaris, а стоит дороже. Обычный кронштейн на стену, нет сгибаемой штанги, даже дисплея нет, только слайдер в торце корпуса. Этот пылесос явно не выиграет в конкурсе красоты вертикальных пылесосов, зато удобно. Управлять можно одной рукой, а очистить пылесборник одним движением. В коробку положили две насадки на выбор. Насадка с паркетным валиком идеально собирает песок и пыль с гладкого пола. Насадка с турбощеткой подойдет для смешанных покрытий. Пылесос эффективно собирает крошки с ламината и ковра. Насадка для мебели в стиле Xiaomi. Она не только чистит поверхность, но вытягивает окопавшихся в диване пылевых клещей. Настоящий страж вашего сна. Но гостям показывать только издалека, не вынимая из кронштейна на стене. То ли дело Miko V15. Выглядит дорого-богато, удобная рукоять и большой дисплей, причем сенсорный. В комплекте есть столько насадок, что вы даже не сразу разберетесь, для чего они нужны. К примеру, попробуйте угадать, для чего нужна вот эта. Ламинат Miko пылесосит и вытирает одновременно. Для этого в коробку положили насадку с бачком и шваброй. Качество уборки ламината идеально. Все собирает с одного прохода. Сила всасывания высокая. 26 килопаскалей до срабатывания защиты и 30 килопаскалей по номиналу. Но воздушный поток средний, 26 метров в секунду, из-за чего на мохнатом ковре мощности не хватает. Соринки так и остаются в глубине. Мебельная насадка работает эффективно. К любому креслу кота присасывается «Будь здоров». Кстати, она с ультрафиолетовой лампой. Скажи «до свидания» пылевым клещам в диване. Гофрошланг и колено облегчают процесс уборки, а вот это, если вы не догадались, насадка для штор. Для квартиры с ламинатом и ковролином аппарат просто пушка. Но на первое место я поставил Dreame H10 Pro. Модель уже давно на рынке, без явных нареканий со стороны пользователей и с очень мощным мотором. Пылесос чистит глубокие щели и на легендарном уровне убирает гладкий пол, потому что в комплекте имеется паркетный валик с золотыми ворсинками. Производитель утверждает, что они дают антистатический эффект, но мы-то понимаем, в чем дело. Управление максимально удобное. Есть автоматическая регулировка мощности и даже автоматический подсчет собранных соринок. Серьезно, у Dreame H10 Pro есть такая функция. Ну а вдруг вы решите посоревноваться, кто в доме более качественно пылесосит? Пылесборник необычный, с боковой выгрузкой, но опустошать удобно. Хранить пылесос со всеми насадками можно в напольной док-станции типа Palma. Ну а если вас интересуют прежде всего пылесосы для ковров, обратите внимание на следующую четверку. Начнем с Tineco Puro One Air Pet. Если вы знаток английского языка, сразу же переведете название и поймете, в чем сила этого пылесоса. Tineco – чисто одно воздушное животное. И действительно, пылесос легко собирает шерсть щетинистой турбощеткой. Зубчики в раструбе выглядят устрашающе, но главное, они работают. Щетка всегда остается чистой. Пылесборник не только удобный с быстрой выгрузкой, но и с продуманным сепаратором. Частицы пыли оседают в микроциклонах, благодаря чему HEPA-фильтр служит дольше. Tineco Puro
Power One AirPad выдувает из себя практически альпийскую свежесть. Помимо основной насадки, в комплекте щелевая и 2 в 1 со сдвижной щетиной. Обе собирают мусор с поверхности дивана. Хранить пылесос со всеми аксессуарами можно в напольной док-станции, лишь бы рядом не оказалось бешеного кота. Mico V12 укомплектован насадкой с волнистой щеткой. Она эффективно чистит тонкие и средние ковры. Тем более, что мощности всасывания хоть отбавляй. 30 тысяч паскалей по номиналу при воздушном потоке в 35 метров в секунду. Mico V12 спокойно убирает ковролин даже во втором режиме. Кстати, мощность можно регулировать на дисплее в торце корпуса. Пылесборник продольный, что не очень удобно. Для его опустошения нужно каждый раз снимать штангу вместе с переходником. Еще одно странное решение инженеров. Зато повышенная маневренность, что актуально в захламленной квартире, и многоступенчатая фильтрация с микроциклонами. Из дополнительных насадок можно отметить щелевую из прозрачного пластика, еще и с подсветкой. Уборку в машине можно сделать максимально качественно. Держать пылесос вместе с насадками можно в настенном кронштейне. В плане удобства Redkey F10 куда интереснее. Во-первых, док-станция с креплением на стену. Поставил и забыл без всякой возни с адаптером. Во-вторых, вертикальный пылесборник. Выгружаем мусор одним движением, как в рекламе. В-третьих, штанга со встроенным коленом. Пусть гибается оно, а спина остается прямой и здоровой. Но главное, Redkey F10 адски мощный, несмотря на заявленные цифры. В карточке товара написано 140 Вт и 23 тысячи паскалей, но манометр показал 26 килопаскалей и почти рекордные 42 метра в секунду. Насадка прилипает к ковру так, что тяжело вести. Ни песка, ни пыли в глубине не остается. Правда, в максимальном режиме батареи хватает на 7 минут. Учитывайте этот фактор, если в доме много тяжелых ковров. Возможно, придется взять дополнительный аккумулятор. Ну а если говорить о рекордах, первым делом вспоминается Redmond 375. С виду простенький и неказистый, без штанги с коленом из обычного серого пластика. Еще и депрессия была у маркетологов. Нарисовали лишь 140 Вт. Но на деле Redmond – настоящий убийца. Раскрутил анимометр до 44 метров в секунду. Пылесос убирает ковры так, как более красивым конкурентам и не снилось. Ковролин вычищает лепестково-щетинистой щеткой, мохнатый ковер – щеткой с пучковой щетиной. В глубине коврового ворса не остается ни соринки. HEPA-фильтр один из лучших, 13 класс. Задерживает 99-95% пыли. Можно сказать, мечта аллергика. Главный минус 375-го Redmond – нет мебельной насадки. Ну и не моет полы, в отличие от своего собрата из следующей категории. Если видите синий туман из песни Добрынина, не стоит бежать к психиатру. Это всего лишь стерилизация воды в бачке Redmond 1312. После электролиза и ультрафиолета она становится кристально чистой, и тогда пылесос принимается за дело. Брызгает воду в раструб, вытирает пол валиком и тут же засасывает грязную жидкость. Redmond отмывает любые загрязнения, включая грязь и кетчуп, затягивает пролитое кофе и даже макароны ест. С моторчиком на 16 килопаскалей Redmond справляется даже с сухой уборкой. Вычищает глубокие щели, собирает мусор на поверхности ковра. Аллергики вдыхают полной грудью, карапузы ползут по делам. Все счастливы. Обратная сторона медали. Сниженная автономность. С таким мотором батареи хватает только на 24 минуты, а заменить ее в процессе уборки не получится. Также к минусам можно отнести отсутствие просушки валика. Сушить придется на батарее или в органайзере док-станции. И не самый гуманный ценник. Ни одного из указанных недостатков нет у Atwell F16 Ultimate. 4000 мАч обеспечивают до 46 минут работы, а если вам повезло по жизни, можете взять еще одну батарею. Здесь она быстросъемная. Atwell долго и основательно промывает валик, а затем обдувает его прохладным воздухом. За пару часов рабочая лапа полностью просыхает. В процессе уборки F16 Ultimate дезинфицирует пол ультрафиолетовой лампой. Эффективность спорная, но для самоуспокоения точно сгодится. Качество мытья высокое. Справляется даже с присохшим жиром, промывает близко к плинтусу. Пылесос сравнительно недорогой, что объясняется простым дизайном с матовым пластиком и ручным контролем смачивания. Для подачи воды нужно своевременно нажимать рычаг под рукоятью. Зато удобно при частых переходах с ковра на пол и обратно. Поднимаемся выше и встречаем Redkey W13. Он выглядит раза в 3 дороже, чем стоит. Только посмотрите на этот графитовый корпус и блок дисплея с подсветкой. Управление простое. Redkey сам подает воду в раструб, сам регулирует мощность в авторежиме, а чтобы вы уж точно ничего не перепутали, комментирует ваши действия из динамика. Эту функцию можно отключить.
Бак с водой не рядом с моторным отсеком, как это обычно бывает, а внизу на лапе. Вроде бы ничего особенного, но при уборке во всем доме разница чувствуется. Рука практически не устает. Моет качественно. В ходе тестов справился со всеми загрязнениями, включая кетчуп. В конце уборки Redkey W13 промывает валик и сушит в поддоне на теплой пластине. А на первое место я поставил перспективную новинку – Dreamy H13 Pro. На первый взгляд привычная конструкция Dreamy. Цилиндрический корпус и лапа с тонкими фиксаторами. У нее максимально широкая рабочая зона. Но есть несколько инноваций. Во-первых, моторчики в колесах, чтобы вести пылесос было еще легче. Только не спрашивайте, как это влияет на надежность. Инновация номер 2. Отсек для крупного мусора в контейнере с водой, чтобы не засорять сточную систему. В-третьих, Dreamy H13 Pro промывает валик теплой водой 60 градусов, а значит более качественно, а затем сушит горячим воздухом, а значит более быстро. На бумаге пылесос просто зверь, хоть и стоит немало. Постараемся добыть на обзор. Не забывайте подписаться на канал, чтобы вовремя получить уведомления. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых встреч!